Падам. Сегодня мы обозреваем третий студийный альбом Кайли Миноуг «Rhythm of Love» — «Ритм любви». И мы попробуем проследить, как она сформировалась из вот такой девочки, вот такую секси-вумен. Начнем мы с предыстории и от самой Кайли, преимущественно 2008 года выпуска. Мама с папой старались привить нам, детям, тягу к творчеству. И уже в 4 года я училась играть на скрипке, на металлофоне, осваивала нотную грамоту. Именно с этого все и началось. Первый крупный успех пришел к юной Кайли, когда она получила в австралийском сериале «Соседи» роль девочки-сорванца, автослесаря Шарли. 2,5 года я снималась в этом сериале. Каждый день просыпалась, опаздывала, прыгала в машину, неслась на студию. По пути учила роль, заскакивала в салон красоты. Работа в мыльных операх очень тяжелая, поверьте. Как-то раз ко мне подошел один человек, который делал вечернюю музыкальную программу, и сказал, что нам стоит сделать запись. Вы знаете, у меня в глазах тут же звезды засверкали. Успех Locomotion привел Кайли в Лондон, в знаменитую продюсерскую компанию Stock Aitken and Waterman. Ей так повезло, и записали песню «I Should Be So Lucky». И They taught her the song, she picked it up straight away, she sang it and was gone, that was it. The video and the song were perfect enough to totally change her life in 3 minutes. Kylie was a huge success. She was on the front page of every newspaper. Everyone was talking about her. Maybe I didn't really have time to think about it, which is good because one thing led to another, and then it was recording, and then it was a big decision for me to leave Neighbours. I love you. Yeah, and I worked very well within their system. They say, this is what you're doing, goes like this, ready, off you go. I think I was a good piece of the machinery. осенью выпущен сам альбом. So there was a bit of personal touch in there as well. Very cheesy though, wasn't it really? The relationship between Kylie and I was very hard to keep a secret. Мы не знали, где граница. Бизнес, безусловно, повлиял на нас и точно не облегчил нам жизнь. Отношения с Джейсоном Донованом закончились весной 89 года по неизвестным причинам, но кажется, что Кайли бросила Джейсона. Для него это был тяжелый удар. Закончилось тем, что я безумно устала и перестала нравиться себе. Помню, я решила, что недостаточно хороша и должна измениться. Изменений хочу в своей жизни. А мы зададимся вопросом, собственно, куда? Для чего все это было? I was just pleased to have a job. I still wasn't. My intention still was not to be famous. It was just to work. У меня не было другой профессии и училась всему в процессе работы. Давайте подумаем, какие есть альтернативы у поп-исполнительницы, начинающей, и какие есть в целом карьерные треки. И попробую охарактеризовать Кайли с их точки зрения, подходит она или нет. Первый пункт, который я выделил, это внешность. Кайли была девчонка, метр с кепкой. Фактически ее рост составляет 1,52 м. Но от природы, смотрим маму Кайли, Кайли передалась точеная, красивая фигура. Но, как я сказал, буферов не обнаружено. И цеплять тут особо и нечем. Второе направление, связанное с первым, это имидж. Это что бьет изнутри, а еще и приправленное снаружи. И все это дает коктейль, который привлекает внимание. Кайли — это girl next door. По факту. Вот, пожалуйста, можешь ли ты удержаться за счет нее на плаву 5 лет,
10, 20. Имидж сейчас не катит. Третья дорожка — это вокал. Есть голос, найдется и песня. Тоже с Кайли. В ноты она, кажется, попадала. И пела вроде даже как выразительно. С напрягом, с усилием старалась выдать всю свою мощь. Тоже выглядит довольно-таки неплохо, но голоса нет. Нет природы и все. Дорожка, в принципе, закрыта. Путь только на совершенствование вокальных навыков. Четвертое. Девушка может быть хорошей поэтессой, записывать красивые песни. Пока этого не делает. Она успела записать только один альбом, и его записали полностью команда «Наша Троица». Забегая вперед, ко второму альбому, который выйдет через полгода, Кайли тоже ничего не записала. К тому же, пятая дорожка или стратегия — это, собственно, музыка. Ни на чем публично не играла. Но, как она сама утверждает, с детства ей родители прививали любовь к музыке. I learnt piano when I was a kid and unfortunately never continued with it, but I'm practicing. Зачатки есть, любовь к музыке есть. Она признавалась, что ей нравилось слушать вместе с родителями в 60-х. Не работает для Кайли. И как-то получается все печально. Под шестым номером я решила объединить все предыдущие дорожки. Для меня это Дельта Гудрам. Это просто невероятно красивая. Она играет на клавишных. У Кайли же такого таланта не было. В 89 году так точно ничего из этого она не могла предъявить, кроме того, что была девчонкой своей в доску. Таким образом можно подвести итог. Мы поставили кресты почти по всем параметрам, чего Кайли хотела бы достичь. Well, I think it's fantastic. You're a success. Congratulations. ONJ. What I think is OMG, ONJ. Olivia Newton-John. Honestly, that's who I wanted to be. And then I got to kind of follow it. Тоже нужно сделать, чтобы к этому прийти. И исправлять вот это все. Кайли начала с имиджа. Снять с себя флёр Ханны Монтаны, точнее Шарлин. Кайли снималась в сериале «Соседи», и ее героиню звали Шарлин. Но я вижу огромные параллели также и с Майли Сайрус Ханны Монтаны. Ей подвернулся сценарий в прикольном фильме, который назывался «Преступники». Он провалился у критиков. Кайли на это утверждает: If the critics hate it and the public love it, it's perfect. Yeah, absolutely. I hope to do a good job, and I was so nervous because at that time there was a lot of people just waiting for me to fail. I'm proud of what I did in that film. В фильме она играет такую яркую блондинку, типа суицидная блондинка. А еще Just after Delinquents was when I started dating Michael Hutchence, and so that was around that time of. она же бросила Донована, мальчика-зайчика, и смотреть на их первое свидание на яхте. И несколько таких острых, распутных кадров, я бы сказал. I felt very safe with him. I felt protected. He definitely awakened my desire for other things in my world. A lot of it was based around pleasure, let's face it. It opened up a whole new world for me, it really did. I can't remember him ever really telling me what to do or how to do it. But just encouraging me to be myself and that I'm an artist. I think that the biggest lesson he taught me was just to be myself and to be proud. Итак, Майкл помогает Кайли.
Я считаю, что пришло время показать вам замечательную книгу. Она называется «Кайли Fashion». Итак, Кайли говорит, что вначале, мне кажется, я пыталась сделать все. Я была игрива, желала лучшего результата в конечном итоге. Я должна была найти мой собственный стиль на публичной сцене. По факту это заставило меня сделать множество косячков, ошибок, но это был единственный возможный путь. Да, пожалуйста, становимся здесь. Фильм в Австралии прошла 20 декабря 89-го. На следующий день они говорили все заголовки газет и ТВ. Screenings of Kylie Minogue's film debut today. The star and her latest love last night attended the Australian premiere, both happy with the response. Witness a burial, the interment of the girl next door image of an ex-neighbour. О, красивое фото. Мы отлично смотримся. На мне платье Морриси Эдмистона, туфли вроде Манола Бланик. Да. Здесь еще 80-е, а тут уже, считай, 90-е. Во многом это благодаря Майклу. Короткий парик я надела в последний момент. Всем счастливого Рождества! Доброго и удачного Нового года! Имидж. Окей. А как же музыка? Нужны изменения в музыке срочно. Январь 90-го года. Вышел 4-й сингл со второго альбома Tears on My Pillow. Certainly. Here it is, all the way, live from Melbourne, Australia. Tears on My Pillow. Хаично на то время. Музыка уже никуда не годилась. Давайте посмотрим, что, собственно, в тренде музыкально. Наконец-то мы вернулись к музыке, да? Это вот вам, пожалуйста, США. Это Великобритания. Год. Что было в топе в Америке? Тем временем начинается танцевальная лихорадка. И треком года в 89 году в Британии является песня Ride on Time. В 80-х в Британии бомбанул Acid House и техно, как я вот показывал, группа Технотроник. Второй альбом на фоне этого звучал вообще как динозавр. Ничего супер интересного, это якобы блюзовое. Уцепиться за что-то хочется, а не за... И еще один медляк. Да, на дэнс-пол. Ну, Кайли вообще это знала. Она ходила уже по клубам. Yeah, what is your favourite song at the moment, Carl? My favourite song at the moment is D-Mob with Come On and Get My Love. Первый шаг по исправлению ситуации Кайли сделала уже в феврале. Locomotion исполнялся под инструментал танцевального хита осени 89 года French Kiss. Звучит как неплохое начало. Кайли с продюсерами собираются записывать таки новую музыку. Кайли решила вносить большую лепту в создание альбомов. Я помню, как сказала, что больше не хочу носить ползунки. Также она выразила желание записать, собственно, что-то для альбома самостоятельно. И третий факт заключался в том, что Кайли уже не нравилось старое звучание, ей хотелось что-то более современное. Ей нравилась музыка Ди-Моп, она хотела песню, которая звучала как сингл Ди-Моп. Четвертый
И последний факт, который вложился в создание песен, это были отношения с Майклом Хатчинсом и то, что продюсерское трио о них узнало. Но об этом чуть позже. А пока... Аранжировка более современная уже. И текст это был первый, который Кайли написала для себя сама. Но, к сожалению, песня в альбом не вошла по разным причинам. Трек вышел спустя несколько лет. Хорошая попытка, хорошее начало. Кайли с продюсерами записали 2 песни. Сначала, наверное, скажу о Things Can Only Get Better. Решили зайти с козырей и пошли по такому, если не хардкору, то пошли на риск. Версия вообще разрывная. В ней чувствуется экспрессия, чувствуется какой-то рок того, что все будет хорошо, неизбежность. Вот, я бы такими словами это описал. Обожаю. Это была, по сути, первая песня, которая была записана и войдет в альбом, а вторая... It's actually written about Michael Hutchins. Well, her relationship with Michael Hutchins and Jason Donovan was all leather trousers and long hair. Kylie had gone to the dark side. We could handle Jason because we knew him. We knew where he was going, we knew what the threats were. And I remember turning around to Mike Stock and saying, you know what, it's always better the devil you know. And he went, that's the title, off we go. First things I could really get my mitts on was the image, and that video was shot in Australia, so I was miles away from PWL. И она снимается теперь в более агрессивных, откровенных, красивых, сексуальных образах. Давайте об этом почитаем. Кайли и Мода встретились в одной точке. Это было, как будто она была правильным человеком, правильной персоной, правильным телом, правильным продуктом, правильным фэшн-моментом. Было просто потрясающим. Это следим за пальцами. 4 апреля было снято видео, и уже 16 апреля Кайли премьерит чисто песню и выступление. И выступает она, можно сказать, в новом образе. Tony, and now for the first time anywhere in the world, Kylie Minogue's brand new single, not released till April the 30th, Better the Devil. Better the devil you know. Кроме того, в это же время в Британии стартует ветка тура ко второму альбому, которая уже прошла в Австралии в феврале. Критики воспринимают негативно. Они говорят, что, боже мой, это какие непристойности. I hear about sort of raunchy verbals and songs and hot pants and so on. Why are you changing your image on this? Well, it's not. I think people, well, the press have picked up on one angle and, you know, made it my X-rated show, which of course it isn't. But it is. Neighbours, which are far behind in Australia, but not so far behind That's true. here. So Charlene is dead now, as far as you're concerned. Well, she's alive and kicking on Neighbours, but I won't be going back. You won't be going back. Она затравливает ведущего тем, что новое видео будет совсем не похожим на предыдущее. Everyone, I've had a good reaction so far. And a videotape to go with it, what eventually, is that still in the making? Well, yeah, that's being sent over tomorrow actually, and it's quite different. Music from the single. What's it called? Better the Devil You Know. Okay, well there we are. A touch of Kylie Minogue and her new. Ей нравится ее новый образ, ей нравится новый имидж. Now, why do you want to change your image in this way? I mean, you were doing brilliantly with the rest. I mean, I think 10 or 11 hit records, all number ones or twos. I think 4 was the lowest. Yeah. Why did you have to change from that? Well, I think people like change anyway. I mean,
I know exactly what you're saying because I have a lot of people going, you can't change, everything you've done's gone right. But, I mean, I need to change anyway. If I'm getting bored with myself, then other people must be. И выход песни, а также клипа Better the Devil You Know стал моим личным восстанием. I think if you look at the videos chronologically, you go and then all of a sudden it's like, oh my God, something's happened. Раньше мне говорили: Кайли, хочешь взглянуть на обложку сингла? Я робко отвечала: да, а можно? Но с песней Better the Devil You Know все принципиально изменилось. When asked what his hobbies were, Michael Hutchence said, corrupting Kylie. From Michael Hutchence, Kylie grew up. She became very aware of her own sexuality. The how much clothes can I take off in this video? How seductive can I be with this male dancer? She became stronger in her opinions about her career, about her image. It was like a switch. It just went click. И можно заметить, как Кайли буквально на глазах трансформировалась после выхода этого клипа. Если мы посмотрим интервью. I'm feeling better than I have in a long time. You know, like I'm in control of what I'm doing, and just well, that's it. Basically, just having control and just being happy. And 22 is not a bad age to be. Также Кайли снимается в рекламе. Поглядите, какая красотка, я просто не могу. Волосы выглядят отлично, мейк, одежда. Это просто не узнать ее по сравнению с тем, что было год назад. В июне она дает последние концерты в Европе и Азии, после чего наконец-то может вернуться к записи альбома. Что же у нас интересного? Кайли начнет записывать музыку сама. Ура! Кайли движет в Лос-Анджелес, в Америку. Они нашли какого-то продюсера. Кайли в то время любила слушать группу En Vogue, их сингл Hold On. Продюсер слушал активно Лизу Стэнсфилд. Это их любовь к подобной музыке позволила выпустить эту песню The World Still Turns. Кайли во время записи чувствовала огромную свободу. Я артистка, и поэтому в этой песне записано очень много vocal ad-libs. И Кайли была очень горда этой записью. Инструментальная The World Still Turns, в которой саксофонный бридж просто... После чего она возвращается в Лондон. Первой песней, которую они записали, стала, не поверите, песня «Shocked». Изначально она не планировалась как песня для Кайли. Это вскоре эволюционировало в более обычный песенный формат, но сохранила ту атмосферу эпичную и, опять же, роковую. Вот как Things Can Only Get Better, Shocked — это что-то похожее, но еще более мощное. Я когда слушаю начало, вот я попробую вставить момент, когда я включаю пластинку, и начинается она, как первый трек второй стороны. Это что-то, это что вообще? Это Кайли, где-то Кайли. И причем она начинается очень долго. Ты слушаешь, а она все идет и идет, идет. Идет, звучит агрессивно. Кайли пошла в разнос. Кажется, что альбом будет чем-то очень мощным и сильным. Но сейчас хочу немножечко огорошить. Следующий трек, который записан, назывался Secrets. И ему место было на самом деле на предыдущем альбоме Enjoy Yourself. Вот, попробуйте. There are secrets that you never knew.
себе, она такая легковесная. Текст уже более взрослый, секретов, якобы возлюбленный узнает то, что Кайли скрывает, и уйдет от нее. Правда, она никак не вяжется с настроением песни. Кайли поет как будто о чем-то веселом, беззаботном, а тут о возможном расставании и о страхе. Мне немножко не вяжется, поэтому я эту песню не особо люблю. Следующая песня называется Always Find the Time. В этой песне у нас есть интерполяция а-ля сэмпл, если так понятнее. Песни 83-го года под названием Candyman от группы Mary Jane Girl. Secrets, более насыщенная, более плотная, структурированная, в ней слышно много перкуссий, как называются, и других звучков, инструментов. Кроме того, песня очень цепляющая, у нее интересные крючки, хуки. Песню легко запомнить, настроение уже тут совпадает. Я всегда могу найти для тебя время. Значит, четвертая была What Do I Have To Do? And then Simon Cowell came in and I played him What Do I Have To Do? And he literally would have given me anything for me to have that song. It was just for the first time we'd taken a slightly different sound. В августе над песней работал музыкант из лейбла, который занимался вообще ремиксами. То есть песню изначально делали как мощный клубный трек. Этот микс уже звучал классно. Эту песню рассматривали в качестве второго сингла. Вместо нее вторым синглом будет последняя песня, пятая, которую записали в июле для... Кайли записала 5 песен в июле и вернулась в августе в Лос-Анджелес для того, чтобы записать еще новой музыки со своим вкладом. Кайли записала песню One Boy Girl. Появился американо-ориентированный трек One Boy Girl. Трек включал рэп Кайли наряду с самой поэтессой. Не похожий ни на что другое на альбоме трек. По звучанию является ритмическим New Jack Swing, если вам это о чем-то говорит. Вообще New Jack Swing — это интересная тема. Это была топовая музыка на то время в Америке. А One Boy Girl, переписываемый как Rhythmic New Jack Swing, это более темповая, более высокотемповая композиция. Кстати, название интересное. One Boy Girl. Что это значит? А значит, это то, что Кайли девушка одного парня. Так, осталось 2 песни всего записать для альбома. И эти песни были записаны с продюсером, который записывал музыку для Мадонны. И что? Вуаля! Песни похожи на репертуар Мадонны. Это песни Count the Days и Rhythm of Love. Первым была записана песня Count the Days. Интересно то, что эту песню Кайли посвятила Майклу Хатчинсу.
а именно отношению с ним на расстоянии. I mean, for us, it's difficult because we're both working so much, but that means the time you are together is really precious time, and you utilize that. And it's just not dead time, which can happen a lot in relationships when you're always together and it's the same old thing. Она считает дни, когда они вместе, и это ей напоминает ритм. Когда Кайли пропевала эту песню, ее вокал в студии записи, продюсер, который с ней записывал, ему в голову пришла идея заключительного заглавного собственного трека «Ритм любви». И Кайли его записала. Получается, что Rhythm of Love был записан последним, причем по названию этого трека был назван альбом, а музыка во многом напоминала Мадонну. С небольшой поправкой на год, это был уже 90-й год, да, конечно, саксофонное соло, оно там звучит прекрасно, вписывается просто идеально. Идеально такая картинка для 90-го года. В сентябре 90-го года Кайли ожидают гламурные фотосессии в пустыне Мохаве, недалеко от Лос-Анджелеса. Замечательные кадры были в этой фотосессии. Майкл Хатчинс был со мной на этих съемках в Америке. Ему понравилось смотреть на меня, трансформирующуюся в молодую женщину. Мне нравилось сниматься вне студии, то есть на уличных съемках. И до сегодняшнего дня я предпочитаю быть в реальной окружающей среде, чем в студии. Как-то так. Фотосессия на самом деле получилась прекрасная. Один из кадров, который был сделан там же в пустыне, и на заднем фоне было видно песок, обработали, трансформировали и получили вот эту обложку. После этой гламурной съемки Кайли пошла снимать свой клип на второй сингл, который назывался Step Back in Time. From midnight in Melbourne to the streets of Los Angeles. For the Step Back in Time video, I wanted to capture the feel of the 60s and the 70s. We found amazing old costumes, this great American car, and we just cruised downtown LA, round and round, until we got the shot right. The single is called A Step Back in Time. Is that a deliberately chosen title? Why that particular title? Well, it's just, I mean, a fashion and music, it's always going back in time, and the song is really just a collection of catchphrases from the 70s, you know, bus stop and get down and all that, and it's just, I mean, the song's done with a sense of humour, and particularly the film clip is. Yes. Well, we're going to see that in just a second, but are you saying that is it new material or is it reworked material? Well, it's not a copy of an old song, it's just got Bits of recognisable things, yeah. Because you wouldn't remember that in the 60s and 70s, would you? You were just a baby in arms at the time. No, it's a chance for me to kind of wear platforms now. Because I was in primary school and wanted platforms and I wasn't allowed. Well, let's see a little clip from the A Step Back in Time. Here it is. It'll remind one or two people of where they were. To get down and boogie, all you can do is step back in time. Step back in time.
настроенная диско Step Back in Time. Это был идеальный выбор, подобный perfectly к текущему возрождению 60-х и 70-х. 100 раз это повторяю, и точно последний. Вместить звучание 70-х и 90-х в этом треке. И отполированное в ходе нескольких студийных сессий финальная версия трека этого достигла. Они совместили ретро-диско звучанием итало и нью-йоркского хауса. You, in fact, you're looking very good, and we've been talking earlier tonight. You're very sort of together now, aren't you? You're feeling rather more mature than you were at 22. It's a nice feeling to be in control of what I'm doing and just relax a bit. What does that mean, being in control of what you do? And I think people are still familiar with me from years ago when I was like 18 or 19, and I'm just not that age anymore. So I've changed, and my image is a projection and an extension of me. So yeah, this is the way it is. Собственно, в ноябре выходит третий студийный альбом Кайли Миноуг Rhythm of Love. Смотрите, какая красота. И проваливается. На этом, собственно, все. Коммерческий альбом получился неуспешным, но Кайли стали признавать в индустрии моды. И в декабре она снимается в своей первой крутой фотосессии. О, класс, обожаю! Это наряд Мюглера для британского Вога. К этому луку я до сих пор отношусь с нежностью. Супер гламурный мейк, все слегка с перебором. Этот кадр отражает то, кем я тогда была. Я открыла для себя карандаш для губ. Да, это новый мир. У меня было не очень много контроля над музыкой, и я вкладывала душу в наряды и в образы. Необходимо было выпускать третий сингл для промо-альбома. Наконец-то отряхнут пыль с What Do I Have To Do. Кайли снимет свой самый лучший на тот момент клип. A bit like this. I wish we were shooting somewhere a little nearer the sun. What Do I Have To Do was a really fun video to work on. Very stylish, full of hidden meanings. How many movie stars can you look like in 3.5 minutes? You need to pay attention. We had to work very hard to get every image right, and although you only see them very quickly in the video, it took us 2 18-hour days. It will wash off, thank goodness. So, but I'm going to have a wig on and stuff, so you won't recognize me. You will, but you won't. We did these shots in slow motion, which means it has to be filmed at high speed. А видео получается невероятно стильным. После съемок Кайли очень ждала, когда же наконец это видео будет смонтировано. And that's coming out in the new year, so you should all be doing good things by then. You can't see the video yet because I only did it just a few days ago. But you will be seeing it in January, and I have to wait till January to see it myself, so we're all waiting with bated breath. But Merry Christmas and all the best for the new year. В январе видео было готово, и началась промо-кампания. Кайли заседала на разных интервью, где они говорили про ее карьеру и премьерили новый клип What Do I Have To Do. Посмотрим вместе с ними, как происходило промо. Like about making videos, and do you get input into, you know, the images that you're going to create? I love making videos. They're such fun. It amazes me that
It could be anything. I mean, Look at your latest single, Sure. which is released today. it is. Here's the video of What Do I Have to Do. What an amazing video. Yeah. What an incredible video. I love it. В общем, это такой поп-продукт, идеальный дэнс-поп-продукт. Музыка была много раз переработана, была херова туча миксов, которые звучат один кочевье другого. Была реально такая попытка захватить клубы по всему миру. Эту песню сравнивали с песней Vogue, Madonna, Groove is in the Heart. И увидели там вот этот вот корсетик. Интересная вещь. Красивая. Тем временем Кайли готовит свой новый тур Rhythm of Love Working on a new show. в новом образе. We've all learnt from the last show what works and what needs a little work. So everything's gone really well so far, touch wood. So we can't wait to do it. Даже альбома от сингла What Do I Have to Do не выросли, и зачем выпускать что-то еще? Of Love, and it's an unexpected single. We weren't planning on releasing a fourth single, but it was remixed by DNAs. Пришли чуваки, сказали, мы хотим записать ремикс на Шакт, нам прям нравится, давайте освежим эту песню. That's very flattering for me. Who's the woman that's in the track with you? That's Jazzy P. Jazzy and, P as she's opposed to B. Yes, and she's signed to DNA, I think so. That's the connection there. Мощнейший трек. И 25 апреля в знаменитой студии Pinewood Studios Кайли снимает клип. Actually, this set was built for the James Bond movie, so it has a bit of history. It does. Do you... Вот и она. Живет в свое удовольствие в наряде Азадина Алаи. Это костюм из его коллекции Тати. Я просто влюбилась. Для этого клипа я вдохновлялась итальянским и голливудским гламуром. И, конечно, Барбареллой. Думаю, в том возрасте я исследовала свою сексуальность. Старалась показать ее, всласть повеселиться. Это правда было очень весело. Что же дальше? А в мае Кайли делает промо к синглу, который должен промить альбом, и выступает на таких шоу, как Top of the Pops. Нарезочку. And it's mean, moody, sultry. Well, you decide for yourself. Okay, let's have a look. Let's take a look then at Kylie's latest single called Shocked, which is taken, as we said, from her third album, Rhythm of Love. One of a kind. It's true to say that the love is blind, but then true love is so hard to find. You respect me and the things I do. It was meant to be, I was made for you. Open the door to my heart, it stopped, and I'm shocked. И теперь я бы хотел вам показать несколько отрывков из интервью, которые вышли после Шакт. Да, и на них Кайли уже выглядит совсем другим человеком. I don't like to look back to that period, not yet anyway, because I'm intent on looking forward.
But it is like looking at a different person when I look back then. Она держит себя уверенно, говорит с таким холодным взглядом. Возможно, она где-то перегибает, возможно, она где-то играет. Но я склонен ей верить. Скорее всего, ее на то время уже задолбала пресса одними и теми же вопросами. I've just seen your new video, Shocked. Yeah. Do you think it will shock a few people? Possibly. I think the video before probably shocked more than this one will. But yeah, I'm really happy with it. Was the aim to shock? If you get a reaction of any sort, that's a good sign. Are you looking for a particular image, or are you just enjoying playing around? I like playing around, basically. I get bored incredibly easily, so I tend to move from one thing to the next quite rapidly. I remember saying quite a while ago that I would love to do a concert full of hits, and that's pretty much what it is. You're 23 now, just 23. 23. Yeah. You've got fame, glamour, fortune. Do you ever worry that there's nothing left to achieve? No, not at all, because I consider myself fairly inexperienced. I've been saying that for the last few years, and I will probably keep saying that for a long time to come. Imagine if I stopped doing everything right now, I would still get the recognition and then bother for the next 10 years, because if I think of someone I was watching on TV as a kid, I'm sure I would still recognize them today. Даже год назад, если вы проследите трансформацию того, как она выглядела и отвечала на различных интервью, то, мне кажется, описание не нужно, все видно невооруженным взглядом. Собственно, с этой уверенностью Кайли войдет в финальную стадию обучения. Я называю ее время в лейбле ПВЛ как обучение в поп-университете лейбла. И летом она запишет свой 4-й альбом, а в августе она снимет клип на первый сингл с этого альбома. И там начнется вообще разнос, но это уже совсем другая история. Я покажу небольшую вставочку из этого клипа, и вы все поймете. Но об этом я вам расскажу, если это видео наберет достаточно много просмотров, потому что я задолбался монтировать, чтобы сделать для вас крутой конечный результат. This is not the Kylie. This is not our Kylie. Kylie is not a prostitute. И теперь, собственно, я могу прослушать этот альбом вместе с вами и поделиться своими ощущениями, и поделитесь ими. Пока, надеюсь, увидимся еще.